Даже те, кто до сих пор так или иначе поддерживает режим Лукашенко, включая внешних партнеров, смеется над потугами того выставить инцидент с самолетом Ryanair как случайность, невероятное наложение факторов. Все понимают, но цивилизованному миру нужны доказательства и аргументы. Цивилизованный мир мыслит критически и уже задает много вопросов касательно истории, которую пытается продать диктатура. Вопросы большие к этой истории есть и у нашей команды юристов НАУ. Сегодня, в день очередного заседания Международной организации гражданской авиации ИКАО по делу Протасевича Ryanair, мы решили поделиться с вами своими мыслями по следам ее же доклада от 17 января. Для полноты картины, если кто-то вдруг все еще сомневался. Нелегитимная власть утверждает, что письмо в Минск-1 пришло 23 мая 2021 года в 9 часов 25 минут утра, предоставив при этом в качестве доказательства скриншот, который, как вы понимаете, не составляет труда подделать, в отличие от логов и метаданных непосредственно письма. Компания Proton Technologies, серверов которой в ряд аэропортов ушли письма с сообщением о якобы бомбе на борту, фиксирует другое время, многое меняющее и о многом говорящее – 9 часов 56 минут. Запомнили? Два разных времени – 9:25 и 9:56. Режим, преследующий за посты, лайки и комментарии, в том числе давние, вдруг в такой ситуации не смог руками Следственного комитета произвести выемку носителей информации? Давайте сразу оговоримся. Если правдивая информация Proton объективно не заинтересованной стороны, то версия так называемого официального Минска объективно заинтересованной стороны рассыпается автоматически. Слишком уж очевидная ложь. Но нам стало интересно сложить мозаику с учетом заявленных 9:25 и посмотреть, откуда вообще взялось это время. Между 9:25 и 9:28 письма с угрозами о взрыве на борту самолета Ryanair Афины Вильнюс поступили в аэропорты Вильнюса, Афин, Софии и Бухареста. В 9:34 аналогичное письмо получили в Киеве, а по данным Proton, повторимся, лишь в 9 часов 56 минут в Минске. Режим настаивает, что в белорусскую столицу письмо от якобы террористов пришло в 9:25. И здесь начинается невероятное совпадение. Минуты раньше, и уже якобы зная об угрозе, наш диспетчер в разговоре с коллегой из Львова перед входом в зону Минска с территории Украины в 9:28 должен был бы рассказать о бомбе, а тот в свою очередь сообщить пилотам и ЦУП-оператора, то есть Ryanair, где и принимали бы решение, где и как сажать, если вообще сажать, лайнер. Почти наверняка был бы выбран ближайший на тот момент аэропорт в польском Люблине. Чуть позже и Минск вновь стал бы очень неудобным для посадки городом, а кроме того не получилось бы перевести рейс на отдельную частоту руками львовского диспетчера. А сам факт перевода на такую пустую запасную частоту, мягко говоря, необычен. Письмо о бомбе в Киев же было отправлено сразу после того, как самолет пересек белорусскую границу. Если бы это произошло раньше, лайнер опять же связался бы с оператором и, скорее всего, направился бы в Люблин, в Польшу. Резюмируя, 9:25 оказалось крайне удобным для версии режима временем, и соблазн нарисовать его на скриншоте был не только высоким, но и обоснованным. Просто не подумали раньше. К слову, подробнее о частоте. В обычной ситуации на одной частоте в режиме реального времени находится не один, а десяток другой самолетов. Если бы лайнер Ryanair находился на обычной частоте, об угрозе узнали бы другие пилоты, которые бы, несомненно, предложили коллегам помощь в коммуникации и передали информацию оператору Ryanair. Этот конкретный рейс, однако, был внезапно, за 2 минуты до получения белорусской диспетчерской сообщения об угрозе, переведен по просьбе белорусской стороны на фактически выделенную запасную частоту, которую и тестируют-то, как правило, нечасто и не при помощи пролетающих гражданских самолетов. Говоря проще, самолет
по сути, погрузили в коммуникационную изоляцию еще до того, как стало известно о бомбе. Сделали все, чтобы отдать рейс в руки белорусских диспетчеров и таинственных шептунов из органов. Каковы шансы, что это могло случиться само по себе? Ответ очевиден. Более того, просьбы экипажа связаться с СУП Ryanair были откровенно саботированы. Пилотам предоставили наземную частоту сторонней компании, отвечающей за разгрузку багажа, связаться с которой на текущем расстоянии было априори невозможно. Белорусский диспетчер солгал, что связывался с Ryanair и не получил от оператора сообщений для экипажа. Красный код опасности был присвоен ситуации белорусской стороной и явно не диспетчером, который не был в курсе даже критериев самовольно. Право на это имели только в Ryanair. Самовольно же белорусский диспетчер дал рекомендацию приземлиться в Минске, что вообще не входит в компетенцию диспетчеров. При этом Минск, якобы узнав еще в 9:25 о бомбе, вопреки правилам ИКАО, не объявил тревогу, как должен был сделать сразу после принятия решения о достоверности информации. Думается, как минимум в том числе потому, что в этом случае Вильнюс и Ryanair были бы оповещены автоматически. И в качестве места экстренной посадки наверняка был бы выбран опять же не Минск. Да и ту тревогу, которая была объявлена, отменили еще до окончания эвакуации и досмотра пассажиров, занявших более получаса, когда лайнер якобы мог взорваться в любую секунду, не говоря уже о проверке багажа. На наш и не только взгляд, все это походит на отчаянную и, к счастью, плохо продуманную попытку скрыть очевидное преступление и подогнать под него реальность, в том числе искусственно подобрать время получения Минском письма от террористов. Преступление, которое было совершено с очевидной политической целью, общественно опасным путем, в результате заговора должностных лиц и представителей режима, и таким образом может быть квалифицировано как акт международного терроризма или авиационного пиратства. Напомним, что в США уже подано обвинение в авиапиратстве против 4 белорусов, топ-функционеров Белаэронавигации и сотрудников КГБ. И это один из самых значимых юридических шагов иностранного государства в отношении Беларуси за всю историю ее независимости. Команда НАУ, команда наших юристов, в свою очередь, продолжит добиваться признания режима Лукашенко террористическим, непосредственно диктатора террористом и международным преступником. Мы уже поделились изложенными выше наблюдениями и выводами как с ИКАО, так и МИДами многих стран. И будем внимательно следить за развитием событий, в частности, за действиями, заявлениями и заседаниями ИКАО.